Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. По многочисленным просьбам своих зрителей я продолжаю тему слияния, и сегодня мы поговорим, почему в слиянии сложно заработать деньги. Почему вообще, когда человек привык выстраивать контакт с этой реальностью в модусе слияния, ему невыносимо тяжело реализовывать себя. Итак, для того, чтобы нам с вами понять эти механизмы, нам надо, как всегда, вернуться в первооснову. Каким образом закладывается алгоритм активности у ребенка? Ребенок у нас зависит от взрослых, и все блага, которые он получает, потому что он нравится родителям. По-другому родители меня любят или не любят. Я им нравлюсь или не нравлюсь. И в этом получении благ ребенок себя чувствует жертвующим. Поэтому первый наш слайд, я надеюсь, кто-то все-таки пишет конспект или же хотя бы записывайте себе в телефон, потому что вы потом сможете посмотреть и вспомнить, что я говорила про эти пункты, и сможете эту информацию усвоить. Поэтому предлагаю записывать хоть куда. Итак, первый наш пункт, в котором мы остановимся. Для того, чтобы я получил благо, мне надо нравиться. И нравиться мы воспринимаем всегда как жертвование собой. То есть ребенок не может ничего этому миру дать полезного. Он просто хорошенький, и его любят больше или меньше. И я думаю, что каждый из вас из детства может вспомнить, когда родитель говорит: вот ты себя там хорошо ведешь, ты молодец, слушаешься, вот я тебе куплю это. Или же ты не слушаешься, все, я с тобой не разговариваю. И поэтому в этом нет трагедии. Ребенок нормально так себе нравится и за счет этого выживает. Но когда мы с вами заходим во взрослую жизнь и уже начинаем общаться как взрослый с ней, зарабатывать деньги, то нам надо перестроиться на другие рельсы, а мы по инерции продолжаем воспринимать получение благ, потому что я нравлюсь. То есть фактически личность должна перейти, что я получаю благо или деньги, зарплату, заработок, прибыль, потому что я эффективный специалист. У меня есть профессионализм. И нравится здесь тоже должно присутствовать выстраивание коммуникации с людьми, но здесь должна быть достаточная доброжелательность. А наши старые рельсы, когда я должен весь нравиться, они нас запутывают и делают поставленную задачу невыносимой, невыполнимой. Поэтому многие люди, которые работают на кого-то, они могут, не переходя на старые рельсы, делать то, что говорит начальник, как когда-то говорила там мама или папа. И делая то, что говорит начальник, человек зарабатывает деньги. И так часто бывает, что человек не ценит себя как специалиста. Или же он обладает какими-то навыками, но он не выводит их в сознание как свою ценность, как свои достоинства. И он по-прежнему, несмотря на то, что у него уже наработался профессионализм, он его не ценит и не ценит даже те блага, которые ему дают, и если ему приходится стараться и что-то делать. Сейчас остановимся, это важное место. Когда мы с вами говорим про старые детские рельсы, паттерны, которые у нас у всех есть, и мы с них должны выйти, но для того, чтобы выйти, мы должны их увидеть, то мы можем с вами понять эти паттерны по тому, как мы чувствуем себя утром.
Вот наше утро — это весьма характерное пространство, событие, в котором все разыгрывается. Я лежу утром в кровати, и мне надо вставать на работу. Мое сопротивление к вставанию показывает, насколько для меня хождение на работу является в моем восприятии самопожертвованием. То есть я туда иду не потому, что я понимаю полезность этого для себя, целесообразность, а я туда иду, потому что надо. И это надо мы не осознаем, мы его не воспринимаем как надо мне. Я туда иду, потому что надо мне. Мы с вами продолжаем по-детски воспринимать как то, что если я туда не пойду, на меня наругаются, меня накажут увольнением, накажут лишением зарплаты, накажут уменьшением зарплаты. То есть мы продолжаем выстраивать с миром, с взрослым миром отношения, как с родителем на тех же принципах. И поэтому мы ощущаем себя несчастными и принужденными. Это наш с вами второй сегодняшний слайд. Мы ощущаем себя несчастными и принужденными, потому что нам надо что-то делать. Вот я, допустим, женщина, которая снимает видео для вас. Это часть моей профессиональной реализации. Когда я приступаю к написанию сценария видео, к подбору темы, я могу себя ощущать как несчастная, принуждаемая, как та, которая вынуждена это делать, потому что ей приходится работать для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы жить. И тогда я поднимаю штангу в 2 раза больше. То есть я несчастная и принуждаемая, и мне надо сила, которая меня поднимет. То есть я как будто начинаю весить больше, и мне для того, чтобы себя поднять и начать что-то делать, мне надо поднять себе тяжелую, та, которая подниматься не хочется, потому что у ребенка мечта, что я ничего не делаю и все получаю. Я нравлюсь и все получаю. Если я нравлюсь, то мне можно меньше делать. Если я нравлюсь больше родителям, значит, мне можно меньше делать, они мне и так это дадут. И вот эта инертность, она не зависит от того, какие были травмы, какое было детство, какие были родители, они были богатые, бедные, как они относились. Это механизмы другого порядка. Это механизмы, где мы на иждивении, и мы таким образом сформировали нашу активность на этих же принципах, и мы продолжаем с ними идти, не подозревая этого. То есть мы находимся под влиянием, но не понимаем, под влиянием чего оказываемся. И поэтому наш с вами третий слайд сегодня – это лень. Вот лень, как будто мне лень. Но на самом деле это не лень, это инертность. Я инертная, как ребенок. Я что-то делаю, потому что надо, потому что я вынуждена это делать. Я не хочу убирать игрушки, но я их убираю, потому что надо. Мне, как ребенку, порядок не важен. Или же я иду в садик, потому что так надо, потому что мама меня будет ругать, если я не пойду. Я могу устроить истерику, что я не хочу, и я поругаюсь с мамой, и я иду туда, потому что надо. Я мою посуду за собой, потому что надо. Я складываю вещи на полке, потому что надо. Я учусь, потому что надо, потому что так меня мама любит. Если я получаю хорошие отметки, меня больше любят, я больше нравлюсь. Видите, здесь постоянно присутствует «нравлюсь», и я это делаю не для себя. И поэтому это лень, инертность, когда мне это не надо, я это делаю, потому что это надо кому-то.
создает ощущение, что мы все время преодолеваем встречный ветер, навстречу которому мы идем. То есть э, это съедает нашу энергию. Нашу энергию съедает то, что мы несчастные, как бы принужденные, и мы находимся в протесте, в таком бунте, что я делать ничего не хочу и делаю только потому, что это надо. И нам тяжело что-то делать, поэтому мы делаем меньше, чем можем. Вот мне на группах говорили, что у меня высокая работоспособность, хотя я так не считаю. Я понимаю, что я могу делать больше, но оно только потому, что я это делаю для себя. То есть я работаю с этими моментами детскими, когда вот мне лень что-то делать, когда я себе устраиваю этот бойкот, протест. Я вижу, как я вскатываюсь на детские рельсы, я себя оттуда поднимаю и делаю. И вот эта лень и прокрастинация, если мы ее не выводим в сознание, она начинает у нас быть везде. Вплоть до того, что я работаю, но если меня отвлекли, мне как будто сложно опять приступить к делу. Или я работаю, но если я захотела кушать, я покушала, и я становлюсь ленивой и не могу ничего делать. Или же я сходила в отпуск, возвращаясь после отпуска, ничего не могу делать. То есть я все время в преодолении этой инертности. Или же по утрам, когда я не хочу вставать, мне надо преодолевать большую инертность, если я фанат клуба инертности, а не делания. Если я по-прежнему на детских рельсах. И когда мы с вами попадаем в критические стрессовые ситуации, у нас не хватает осознанности, и мы начинаем скатываться на эти рельсы, поэтому делать хочется меньше, не хочется делать. Итак, мы с вами имеем несчастность, мы с вами инертность, и мы имеем с вами принуждение. Это наш с вами 4-й клип, 4-й файл и 4-й пункт – принуждение. То есть, если я воспринимаю себя счастливой, когда я ничего не делаю, то тогда мне себя, чтобы заставить что-то делать, надо как-то принудить. И многие люди себя поднимают из этой инертности за счет того, что они себя запугивают. Вот если вы будете внимательно относиться к тому, что с вами происходит утром, или к себе, который возвращается после отпуска, или к себе, который покушал, и ему надо вернуться к работе, вы сможете уловить хвост всех этих реакций. То есть человек себя буквально утром запугивает, чтобы встать. Тебя уволят с работы, у тебя не будет денег и так далее, и так далее. Я уже вам в этом ролике говорила про это чуть раньше. То есть начинается запугивание себя, начинается давление себя. Или же ты начинаешь с собой разговаривать как с таким сумасшедшим ребенком, с которым тебе надо договориться. Ну, типа, давай сходим, ну вот будем сегодня лениться, не будем делать. Ну вот давай хотя бы дойдем до работы. Или же давай хотя бы вот встанем, кофе попьем, и сразу станет легче. Вот я так с собой разговариваю, так я обманываю свои вот эти вот паттерны с детства. Давай встанем для того, чтобы выпить кофе. Вот такую задачу поставили. Когда я выпиваю кофе, у меня включается сознание, я выхожу из-под давления этих механизмов из прошлого, и дальше я уже запускаюсь. И из-за этого давления и принуждения, под которым мы находимся, то есть нам не надо, мы бы хотели, чтобы у нас блага были просто так, и если мы не можем обладать благами просто так, значит мы несчастные, принуждаемые, отсылка к первому нашему с вами пункту, и это принуждение мы оказываем на себя. То есть помните, я вам говорила, что я вешу как будто больше, мне надо поднять себя более тяжелую, потому что я в инертности, я фанат инертности. А здесь еще тяжесть, то есть нам тяжелее зарабатывать деньги, реализовываться, потому что я оказываю на себя давление постоянное. То есть я нахожусь под постоянным прессингом. Если бы мы это с вами разыграли в лицах, то как будто кто-то ходит и говорит: надо, вставай, ты должна, ты обязана, не ленись и так далее, и так далее. То есть я все время как раб на плантации, где есть надсмотрщик, который этого раба бьет кнутом, чтобы тот работал. Но в моем случае я и раб, и надсмотрщик. И поэтому нам надо нянька. Вот это вот внутреннее принуждение к работе, внутренний механизм, помогающий нам преодолевать лень,
он чаще всего не воспринимается как собственный и проецируется в кого-то. Это жизнь меня так заставляет. На меня будет начальник злиться. Это мои подписчики от меня отпишутся. То есть я начинаю собственный принуждаемый механизм проецировать в кого-то. И если я это не присваиваю, то, конечно, он спроецированный начинает наделять этих других всей той садистичностью, которая присутствует у меня. То есть если у меня большая инертность, мне надо большое принуждение, жестокое, я его не присваиваю, поэтому весь мир будет жестокий и принуждающий. И это создает большее напряжение. То есть я начинаю из-за неприсваиваемости этого бояться. Мне кажется, мой начальник гораздо более злой, чем он есть на самом деле. Мне кажутся мои зрители или мои клиенты гораздо более требовательными, чем они есть на самом деле. То есть я специально их делаю страшными, чтобы мне бояться и за счет того, что я боюсь, преодолевать свою инертность. И таким образом у меня внутренний механизм, который я принуждаю себя, потому что у меня много инертности, начинает проецироваться в других людей. И они начинают на меня смотреть вот этими злыми глазами. И потому, когда человек представляет, вот я сейчас напишу пост, как на него прореагирует, он представляет глаза этого надсмотрщика, благодаря которому он преодолевает свою инертность. И если инертности много, этот надсмотрщик, конечно, жестокий. И человек, представляя это, не понимает, что он представляет своего надсмотрщика, и ему кажется все люди злыми, отвергающими. То есть, когда человек представляет реакцию других людей на свой пост, на свою картину, на свои фотографии, то он представляет не разных людей с разным восприятием, а какую-то массу, которая смотрит одинаковыми глазами. И получается, что человек инертный, напуганный, под постоянным давлением, и поэтому он везет тележку не с 5 килограммами, а с 200 килограммами. Она очень тяжелая из-за всего этого дополнительного смысла, которое создается, потому что я привыкла свою активность формировать в слиянии со взрослым, которому я должна нравиться, чтобы это получить. И у нас еще добавляются дополнительные эмоции, 7-й пункт. То есть, если я нахожусь в выстраивании контакта, в слиянии, как раньше, то весь мир для меня или жестокая мать, или там родитель, жестокий родитель, или принимающий родитель. И я не могу воспринимать в контакте с людьми то, что они делают, как их. Я воспринимаю это как свое, как реакцию на меня, потому что я в центре этого сюжета, и я не могу помыслить этот мир как отдельный от меня. Он все пространство, в котором я живу. Это все пространство для меня. Я не отдельно, я от этого мира. Я в слиянии с ним, как с родителями. И поэтому у меня с людьми всегда возникает две крайности, в которые я ухожу. Я или себя чувствую и веду как раб, лишая себя чувства собственного достоинства, как ребенок, который должен делать то, что ему говорят, и нравится. И этим самым я повергаю себя в такое вот раболепие, заигрывание, ловлю каждый взгляд, хочу понравиться и так далее, так далее. Здесь идет потеря чувства собственного достоинства. Или же я себя веду как диктатор, которого я себе организовала, чтобы преодолевать свою инертность. Делай, вставай, что ты ленишься, это неправильно и так далее, и так далее. То есть тот внутренний диалог, который я веду с собой инертный, начинает выходить наружу. И поэтому, когда человек находится в паттернах слияния, он разговаривает с другим, которого он назначил вот этим вот важным, или же как раб, лишенный чувства собственного достоинства, или же он диктует ему свои условия. Вот все люди, которые заходят на мягких лапках, они потом очень не прочь рассказать тебе, что надо делать. И поэтому вот этот вопрос, что делать, почему я его считаю таким опасным, это когда человек не выходит из вот
этих всех механизмов, которые я описала, не становится взрослым за счет того, что он понимает причинно-следственность, он мыслит причинно-следственностью, а он остается ребенком, которому надо рассказывать, что делать. И он сам тоже другим имеет привычку рассказывать, что делать. И эта привычка, она тоже неузнаваемая. Человек смотрит на других людей, и у него много критики, он неправильно делает. Вот ему как будто все время хочется поправлять этих неправильных людей, а они неправильные, потому что они не соответствуют его представлению, которое он сформировал о себе. Вот этому мертвому штампу, каким надо быть, чтобы быть правильным. И самое ужасное для такого человека, это наш с вами 9-й пункт, это когда он старался и не получил то, что он хочет. Я сейчас соединю все пункты. Итак, я и так себя чувствую униженной, что мне приходится работать, а у меня всех этих благ нету. И это состояние бывает как у людей, которые были в бедной семье, росли, так и у людей, которые были в богатой. Люди из бедной семьи, они мечтают о том, что они наконец-то когда-то не будут ничего делать, у них все будет просто так. То есть это детский паттерн, не зависящий от того, в какой я семье росла. Итак, я и так чувствую несправедливость из-за того, что мне чудом все это не дается. Мне приходится что-то делать. Какой ужас! Мне приходится что-то делать, чтобы зарабатывать деньги. Какой кошмар! Я себя чувствую несчастной, я себя чувствую жертвой. Из-за этого у меня много инертности, потому что мой идеал – это ничего не делать, и чтобы у меня все было. И многие люди, добивающиеся власти, добивающиеся денег, они стремятся к тому, чтобы ничего наконец-то не делать. Уже наконец-то ничего не делать. И эта инертность, она создает невозможность работать. И на эту инертность у меня создается механизм силы, принуждающий меня это делать. Этот механизм силы, принуждающий меня делать меня еще более несчастную, потому что я несчастна от того, что надо работать, и несчастна от того, что мне приходится на себя сильно давить. Этот механизм я не присваиваю, его проецирую, и мне легче, когда я кому-то должна, мне кто-то говорит, что делать, потому что я его как будто боюсь, а не саму себя. Мне уже полегче. И поэтому я могу работать только на кого-то, или же в страхе делать что-то. Например, если я работаю на себя, то мне надо постоянно обязательства извне, чтобы я делала, иначе я остановлюсь. Мне надо, чтобы я боялась клиентов, партнеров, поставщиков и так далее, и так далее. И у меня нет взрослого понимания своей активности, мышления причинно-следственными связями. В общем, я могла бы рассказывать долго эту тему, пока закрываю свой фонтан. И ключевой момент – это вот эта невозможность мыслить как взрослый. Про эту возможность мыслить как взрослый, как мыслить как взрослый, поговорим на вебинаре «Выход из пойманность, безысходность». Потому что безысходность – это всегда этот дом личности, имени себя. Вот видите, я даже домик сегодня поставила, который это символизирует. То есть личность, живущая в мире имени себя, она неизбежно будет попадать в эту безысходность. Вот я вам ее описала. А еще я вас позову на школу эмпатии. На школе эмпатии мы будем учиться быть действительно эмпатичными. Потому что многие люди, находясь в этом желании нравиться, считывая другого, думают, что это эмпатия. А на самом деле это не эмпатия. Это ничего про другого. Это про другого только в отношении меня. Это не эмпатия. Другого мы не познаем. Мы его воспринимаем как способ и средство. И он нас интересует только как способ и средство. Вот для того, чтобы быть эмпатичным, надо тоже выйти из этих детских паттернов. То есть, видите, застревание на предыдущих этапах развития, оно чревато большим количеством проблем. И это не про какой-то волшебный метод, не про какие-то способы, что вот мне надо что-то понять, проработать травму, вот что-то там вспомнить, и я научусь жить как взрослый человек и зарабатывать. Чаще всего мне надо повзрослеть и приобрести навыки взрослые для того, чтобы моя жизнь поменялась. Все, точно закрыла окончательно фонтан. Пишите свои комментарии.
какие у вас чувства возникали. Я думаю, что многие бунтовали, что приходится, так что все-таки придется работать. В общем, пишите, описывайте все чувства, которые у вас поднимались. И особенно меня интересует вот этот ребенок, который все-таки работать не хочет. Как он бунтовал, какие аргументы он приводил тете Оле, которая говорила: не-не-не, миленький, просто так уже не будет, ты не ребенок, ты взрослый, работать придется. Если понравилось видео, ставьте лайки, сердечки для поднятия канала. Я прощаюсь, до встречи.